Крушение итальянского круизного судна МС Акиле Лаура. МС Акиле Лаура, круизный лайнер, базирующийся в Неаполе, Италия, был заказанный в 1938 году для замены стареющих кораблей на маршруте голландской Ост-Индии. Его киль был заложен в 1939 году на верфи во Флиссингене, Нидерланды, для Роттердамсche Lloyd. Строительство было прервано Второй мировой войной и 2 бомбардировками. Круизный лайнер был спущен на воду в июле 1946 года под именем Виллем Руис. Корабль был назван в честь внука основателя Роттердамсche Lloyd, который был взят в заложники и расстрелян во время войны. Виллем Руис был завершен в конце 1947 года. В то время Роттердамсche Lloyd получил королевскую префиксацию в честь своих заслуг во время войны. Виллем Руис был 192 метра в длину, 25 метров в ширину, имел осадку 8,9 метра. 8 двигателей Салза приводили в движение 2 гребных винта. Он мог вместить 900 пассажиров. У него была надстройка, сильно отличавшаяся от других лайнеров той эпохи. Виллем Руис первым изобрел алюминиевые спасательные шлюпки с низкой посадкой на бортах верхних сооружений. Следующим кораблем, принявшим эту уникальную компоновку, стал Эскенбера в 1961 году. Сегодня все круизные лайнеры следуют этой схеме, а корпусы спасательных шлюпок используются из пластика, армированного стекловолокном. Круизный лайнер под именем Виллем Руис отправился в свой первый рейс 5 декабря 1947 года. Вместе со своим главным конкурентом и напарником МС Оранж компании Nederland Line он стал популярным на маршруте голландской Ост-Индии. Однако, когда Ост-Индия получила независимость от Нидерландов в 1949 году, количество пассажиров уменьшилось. 6 января 1953 года Виллем Руис столкнулся в Красном море с напарником МС Оранж, который шел в противоположном направлении. В то время пассажирские суда обычно проходили мимо друг друга на близком расстоянии, чтобы развлечь своих пассажиров. Во время резкого и быстрого захода на посадку судна «Оранж» Виллем Руис сделал неожиданный поворот влево, что привело к столкновению. Из-за вероятности того, что судно будет арестовано по технике безопасности, он не заплыл в Коломбо, как было запланировано, и отправился прямо в Джакарту. Виллем Руис пострадал меньше. Погибших людей не было. Позже было установлено, что причиной столкновения стало недопонимание на обоих кораблях. В течение 1957 года английский дипломат, писатель и автор дневников Гарольд Николсон и его жена, писательница и поэтесса Вита Саквилл-Уэст, в течение 2 месяцев путешествовали по Дальнему Востоку на борту Виллем Руис. После ремонта компанией Royal Rotterdam Lloyd решил выпустить Виллем Руис в рейс по Северной Атлантике. Сначала он был поставлен на службу в Нью-Йорке, а позже была включена Канада. В 1958 году Royal Rotterdamsche Lloyd и Nederland Line подписали соглашение о сотрудничестве для создания кругосветного пассажирского путешествия. Объединенный флот плавал под знаменем королевских голландских почтовых кораблей. Вместе с Оранж и Йоханом ван Алденбарневельтом и Виллем Руис прошел капитальный ремонт, чтобы подготовить его к этой новой службе. Он совершил 2 чартерных рейса в Монреаль по маршруту Европа-Канада. Затем, с 20 сентября 1958 года по 25 февраля 1959 год, он прошел капитальный ремонт на верфи Вилтон Фидженорд в Амстердаме, превратив его из пассажирского лайнера в круизный лайнер. Его первоначальные 4 отличия в классе стали первым и туристическим классом. Было установлено 100 новых кают, а кондиционеры были распространены во всех помещениях.
Яванские члены экипажа были заменены европейцами, которым требовались улучшенные жилые помещения экипажа. Внешне на него было установлено новое остекление в туристическом классе Винтерджарден, увеличена передняя труба и установлены стабилизаторы. Виллам Руис теперь мог разместить 275 пассажиров первого класса и 770 пассажиров туристического класса. 7 марта 1959 года Виллам Руис отправился на свое новое всемирное служение в Австралию и Новую Зеландию. Он вышел из Роттердама, плывя через Саутгемптон, Средиземное море, Суэцкий канал, Фримантл, Мельбурн, Сидней, Новую Зеландию и вернулся через Панамский канал. Королевские голландские почтовые корабли Виллам Руис, Йохан ван Алденбарневелд и Оранж стали популярной альтернативой британским лайнерам. В конце 1964 года из-за сильного падения пассажиропотока Виллам Руис был поставлен на прикол в Роттердаме и выставлен на продажу. В 1965 году он был продан компании Флата Лаура Лайн и переименован в Экили Лаура в честь владельца компании. Он был полностью перестроен и модернизирован после взрыва на борту в августе 1965 года и введен в эксплуатацию в 1966 году для перевозки пассажиров в Сидней, Австралия. Корабль сыграл роль в эвакуации семей британских военнослужащих, вовлеченных в беспорядки в Адене, и совершил один из последних переходов на север через Суэцкий канал перед его закрытием во время шестидневной войны. Экили Лаура был переоборудован в начале 1972 года, когда на нем случился катастрофический пожар. В результате столкновения в 1975 году с грузовым судном Юсеф последний затонул, а еще один пожар на борту в 1981 году вывел его из строя на время. Он стоял на приколе на Тенерифе, когда Лаура Лайнс обанкротилась в 1982 году. Компания Чандрис Лайн приобрела его по чартерному соглашению в 1985 году, незадолго до угона судна. 7 октября 1985 года 4 члена Фронта освобождения Палестины взяли под свой контроль лайнер у берегов Египта, когда он шел из Александрии в порт Саид. Взяв в заложники пассажиров и команду, они направили судно в Тартус, Сирия, и потребовали освобождения 50 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах. Получив отказ в разрешении пришвартоваться в Тартусе, угонщики убили инвалида-американца еврейского происхождения Леона Клингхофера, а затем выбросили его тело за борт. Затем корабль направился обратно в порт Саид, и после 2 дней переговоров угонщики согласились покинуть лайнер в обмен на охрану и были доставлены в Тунис на борту египетского коммерческого авиалайнера. Однако этот авиалайнер был перехвачен F-14 Tomcats ВМС США и направлен на посадку на Сицилии. Там Дельта Форс Соединенных Штатов безуспешно пытались извлечь угонщиков, чтобы судить их в Соединенных Штатах, тем самым вызвав кризис Сиганелла. 4 террористов были в конечном итоге приговорены итальянскими судами к тюремному заключению, а организатор операции, не принимавший участие в фактическом угоне самолета, получил пропуск в Югославию и скрылся. Корабль продолжал нести службу, он был изменен под флагом в 1989 году, когда компания Лаура Лайн была передана Средиземноморской судоходной компании и стал называться Стар Лаура. 30 ноября 1994 года он загорелся у побережья Сомали по пути в Южную Африку, на борту находились 979 пассажиров и членов экипажа. В то время итальянские официальные лица заявили, что пожар был вызван выброшенной сигаретой, но на самом деле он начался в машинном отделении после того, как взорвался один из котлов. Из-за отсутствия надзора пожар вышел из-под контроля до его обнаружения. Экипаж пытался бороться с огнем в течение нескольких часов в течение ночи,
но безуспешно, сначала с помощью шлангов, а затем передавая ведра из бассейна, и артист Мосс Хиллс вспоминал, что лить воду на горящее масло было неэффективно, поскольку оно усугубляло пожар. Судно было брошено утром после крена. Небольшое количество членов экипажа и пассажиров не смогли подняться на борт к основным спасательным шлюпкам из-за пламени, поднимавшегося снизу от корпуса. Поэтому им пришлось спускаться по веревочной лестнице с кормы, чтобы добраться до надувных шлюпок. 2 человек погибли и 8 были ранены при эвакуации на спасательные корабли. Среди кораблей, откликнувшихся на призыв, были военные корабли USS Gettysburg и USS Halliburton. Судно Акили Лаура затонуло через 2 дня, 2 декабря 1994 года, и место крушения не было обнаружено.